Всем привет! Это вторая часть, посвященная смартфону Lenovo 6010, а точнее замене дисплейного модуля. На этом бедолаге, вот как видите, он разбит целиком и полностью, и дисплей, и тачскрин. Был заказан дисплейный модуль на AliExpress. Ссылка будет в описании, если все пройдет гладко. Точнее, если продавец нас не подвел. Начнем разбор. Вот здесь не торопитесь, будьте аккуратнее, дабы не повредить шлейф боковых кнопок. Вот мы сняли заднюю часть. Далее, что нам нужно? В любом случае нам нужно открутить и достать отсюда системную плату. Плату удерживает два винта, справа и слева. Отсоединяем шлейф сенсорного стекла. Самое важное сначала вот отклеить вот эти шлейф боковых кнопок, иначе когда дернете системную плату, обязательно порвете шлейф в этом месте. Поэтому исключаем это. Далее не забываем открутить вот этот вот малозаметный винт. Я его сразу не заметил. Далее выковыриваем виброзвонок. Отсоединяем коаксиальный кабель, а он уже отсоединился. Вот так вот аккуратно отгибаем системную плату. Отсоединяем шлейф дисплея. Шлейф основного шлейфа. Ой, коннектор основного шлейфа. Так выглядит системная плата. В сторонку. Теперь что нам нужно? Нам нужно теперь прогреть всю площадь дисплея, чтобы достать его из корпуса. Перейдем мы к сепаратору, или у кого его нету, пускай переходит к фену. Положим нашего пациента на сепаратор. Градус выставлен у меня 90 градусов. Пускай минутки 3 полежит. Ну вот, достаточно прогрелся. Попробуем снять все это дело.
В нашем случае тут бояться нечего, повредить дисплей или сенсор, поэтому нам бояться нечего. Так, как тут у нас устроено? Отклеиваем вот эту вот наклеечку. Под ним у нас, оказывается, проходит шлейф. Как-то немножко глупо сделано. Ну вот, в принципе, вот этот дисплейный модуль нам уже не нужен, за исключением одной маленькой детальки. Сохраните вот эту вот проклейку вокруг окошка фронтальной камеры. Оно нужно для того, чтобы пыль не попадала и всяких засветов не было во время съемки на фронтальную камеру. Пока отложим в сторонку. Так, у нас еще вот эта вот часть идет на изгиб, так как здесь, ну вот этот корпус, он сделан из алюминия, похоже на то. Сейчас нужно будет его выпрямить. Далее очистим от остатков двустороннего скотча. Ну вот, как видите, мы уже переклеили отсюда сюда вот эту вот проклеечку вокруг окошка камеры фронтальной. Далее уже подготовили, очистили и обезжирили рамку дисплейного модуля. Это нужно делать обязательно, обезжирить, и в случае, если вы на двусторонний скотч собираетесь ложить, либо в нашем случае мы будем сажать модуль на клей B7000, очень хороший клей. Но у кого нет, двусторонний скотч черный 3M желательно. Сам процесс нанесения клея мы вам сейчас не покажем, это есть у нас в других видео полно. Так, расскажу суть. Очень тоненьким слоем наносим вот так вот по всей рамке вот этот клей. И на самом дисплейном модуле тоже нужно также нанести тонким слоем этого же клея, дождаться минут 15, потом все это дело прогреть, одеть на место, и тогда клей высохнет быстро и будет держаться крепко. Ну вот после того, как мы нанесли клей и на рамку, и на сам дисплейный модуль, вот здесь, и он у нас достаточно подсох, можно уже собирать. Продеваем сначала шлейфик дисплея. Пока не даем слипнуться. Потом шлейф тачскрина.
И вот только потом... Ага, тут одна деталь. Нужно будет еще со старого дисплейного модуля пересадить сетку динамика. Пока еще не успели склеить. Это сделать несложно. Сетка на месте. Вот так вот разглаживаем. Потом можно вот так вот очистить остатки клея, которые вылазят по бокам. Потом можно пройтись либо спиртом, либо бензин-калошей. Главное не переусердствовать и не залить подсветку дисплея. Можно пока вот так вот пальцем оттереть. Благо это не сложно. Это не супер клей. Ладно, после сборки я еще вытру бензином. Теперь приклеиваем на место шлейфик. Застегиваем оба шлейфа. Не забудьте обязательно коаксиальный кабель на место вернуть, иначе ваш телефон не будет ловить сеть. Хорошо. Вот в этом месте делается так. Шлейф загибается никак не иначе, а именно вот так вот. Вот его место. Да, и, кстати, не потеряйте вот эту резиночку, она у некоторых может вылететь. Это обязательно. Одели шлейф на место. Возвращаем основную камеру на место. Приклеиваем шлейф боковых кнопок. Закручиваем 3 винта, удерживающие системную плату. Приклеиваем обратно в вибромотор.
Далее у нас тут вылетела резинка, канальчик для микрофона. Возвращаем на место. И начинаем собирать телефон. И закручиваем также винты на место. Все собрали, вставляем аккумулятор. Вот тут у нас шлейф немножко отклеивается. Это все исправимо с помощью двустороннего скотча. Один слой двустороннего скотча, такой же, который используется при вклеивании дисплея. Но это сейчас не суть, нам нужно проверить работоспособность дисплея. Включаем. Вот видим, изображение уже есть. Пятен под дисплеем нету. Отклеиваем пленочку. Как видите, и сенсор работает отлично. Отзывчивость такая же, как и на заводском. Все супер, все нижние софтовые клавиши работают. Все супер, осталось только вытереть вот этот клей, чтобы все было идеально. Так, теперь мы можем смело рекомендовать продавца и данный товар. Ссылка будет в описании под видео. Всем, кому было интересно и кому помогла данная видеоинструкция, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Пока. После того, как дисплейный модуль вклеили, стираем вот эту защитную краску чем-нибудь жестким. И перед нами открывается логотип Lenovo. И все становится не так уж и хреново. Все, супер. Как будто ничего и не менялось.